Предыдущее видео было посвящено базовой скрипичной технике. Ссылку на него, а также на другие видео проекта «Новое инструментоведение» вы можете найти в описании. Нынешнее видео посвящено тембровым изыскам и проблеме нотации тембра на примере струнных инструментов. Разговор хочу начать очень издалека, и кому-то, возможно, даже покажется, что я в другую степь зашел. Сейчас вы видите пример из классики. Это фрагмент партии скрипки из первой части 7-й сонаты Бетховена, образец классической нотации. При ближайшем рассмотрении такая нотация является многопараметровой. Помимо параметра ритма и звуковысотности, который зафиксирован на пятилинейном нотном стане, также присутствует параметр темпа и параметр динамики, которые записаны под и над нотным станом, а также присутствует параметр штриха. Принято считать, что композиторы начали обращать пристальное внимание на тембр в начале 20 века. Особое внимание к нему стали проявлять со второй половины 20 века, и это внимание не ослабевает вплоть до нашей эпохи. Но это не так. Интерес композиторы к тембру проявляли всегда, но вся проблема в том, что в отличие от звуковысотности и ритма, это такая часть звукового материала, которую очень трудно поймать за хвост. Для фиксации тембра композиторы шли на самые различные ухищрения. Для начала они стали гораздо более четко фиксировать штрихи, потому что штрих начала ноты — это тембровая составляющая. От него сильно зависит тембровая составляющая. Все эти обозначения дольче, апассионато и прочие имеют тоже непосредственное отношение к тембру. Потому что подразумевает совершенно иное прикосновение, другую вибрацию у скрипача и так далее. В своих поисках фиксации тембра композиторы приходили к все более изощренным методам. Если мы посмотрим на партитуры Малера, один из фрагментов вы видите, то он тщательнейшим образом выписывает характеры. Это тоже забота о верном тембровом прочтении. Если говорить о, собственно, искусстве исполнения и о великих исполнителей, то то, что их, в общем-то, выделяет среди других, это именно отношение к тембру. Чисто и ритмично умеют играть многие, а вот выразительно нет. Почему же? Потому что это действительно относится к третьему параметру, к работе, собственно, с тембровой составляющей. Если попытаться занотировать исполнение Марии Каллас или Давида Ойстраха, то получится очень сложная партитура именно в тембровом отношении. Потому что на тембр влияют многие вещи, не только качество вибрато, не только прикосновение смычка, но и, например, какие-то динамические микроизменения и многое-многое другое, о чем мы зачастую не задумываемся и на чем свое внимание не фиксируем. Теперь давайте уточним, что же такое тембр. Если мы возьмем две ноты одинаковой звуковысотности, одинаковой продолжительности и одинаковой громкости, то, чем они будут отличаться, это и будет тембр. Громоздкое и неудобное определение. Давайте так, что такое тембр с точки зрения физики звука и что на него влияет? С точки зрения физики, тембр звука определяется его спектром. В составе спектра присутствуют гармонические частоты. Это обертоновый звукоряд, который проходят все музыканты на уроках теории музыки. И негармонический спектр – это шум. От соотношения этих составляющих и зависит тембр звука, который мы слышим. Поскольку в любом акустическом звуке присутствуют и гармонические, и негармонические частоты,
Это ставит вообще под сомнение любое разделение на музыкальные и немузыкальные звуки. Совершенно неясно, звук с каким процентом шума считается в этом случае музыкальным, а какой не считать. А теперь пример другой нотации. Она существовала долгое время параллельно с результирующей. Чем она отличается от результирующей нотации? Здесь записано движение, которым звук извлекается. Эта нотация носит название табулатурной. Табулатуры появились еще в Средневековье и связаны в первую очередь с инструментами, у которых есть лады. Табулатурная нотация в какой-то момент была признана скорее более пригодной для самоучителя игры на лютне или на гитаре, чем для профессионального музыкального процесса. И результирующая нотация в большей степени долгое время устраивала композиторов. Теперь все-таки к вопросу тембра на скрипке и на струнных инструментах в целом. От чего зависит тембр? Как было сказано уже в первой лекции, звук на скрипке зависит от техники левой руки и техники правой руки. От чего зависит тембр в технике левой руки? Конечно, много параметров, но самый важный, пожалуй, это степень прижатия пальцев. Сейчас сыграю фрагмент гаммы. Сначала классическим образом, дожимая пальцы до самого грифа. Теперь чуть-чуть не дожимая. Не дожимая. И флажолетным прижатием. Как вы видите, чем легче мы касаемся струны, тем больше возникает призвуков, и тем более не фиксированным, что ли, становится тон. В технике правой руки на тембр влияют два параметра: положение смычка и давление смычка. Сейчас я покажу, как меняется тембр одного тона при перемещении смычка от подставки на гриф. Как меняется тембр одного тона в зависимости от степени давления смычка, начиная от очень легкого и далее все сильнее и сильнее. Как зафиксировать в партитуре то, что вы услышали в примерах? Если мы будем использовать результирующую нотацию, то есть пытаться каким-то образом этот характер звука внести в партитуру, то нас ждет фиаско. В зависимости от исполнителя будет очень серьезное расхождение в трактовке этого текста. Потому что, собственно, этот звук делается движением. Движением смычка. Изменением качества этого движения. И вот тут на помощь композитору приходит нотация движения, то есть та табулатурная нотация, которая долгое время считалась уделом самоучителей игры на лютне или на гитаре. То, что сейчас называют многопараметровой нотацией, начиналось с простых образцов, как, например, этот фрагмент из Ramifications Ligeti.
Как вы видите, достаточно сложная и многословная запись. Всего-то модификация тембра одного звука. Практически не пользуется графическими какими-то символами Ligeti, а все пишет словами. Даже вот изменения от сульпантичелло к сультаста со временем стали выписывать стрелочкой, а здесь он пишет поко а поко. Это все очень утяжеляет нотацию. Но еще усложняет задачу то, что Ligeti нужен конкретного качества звук в каждый момент времени. Поэтому он использует целую кучу сносок, в которых словесно объясняют, где должен лучше звучать фундаментальный тон, где появляются верхние обертоны, где звук более зашумленный, а где менее зашумленный. В результате запись тембровой модификации всего лишь одного звука превращается в такую сложную, громоздкую, многоэтажную историю. А что делать, если нужно записать, например, такой фрагмент? Или классическую уже пьесу Лахенмана «Pression» для виолончели соло. В таких случаях, конечно, результирующая нотация уже ничем не может помочь, потому что совершенно невозможно зафиксировать звучащий результат традиционным способом. Но зато нотация движения вполне может с этим справиться. Все мы в школе проходили систему координат. Благодаря осям x и y можно с легкостью определить точные координаты любой точки, даже самого сложного графика. Похожую систему фиксации текста использует в Pression Lachenmann. В качестве оси x выступает временная ось. Каждый отрезок на ней равен четверти в темпе 66. Ось y – это визуализация грифа, струн, подставки и подгрифника. Изображены так, как их видит виолончелист во время игры. В стремлении к наглядности Лахенман не поленился даже нарисовать левую руку. Благодаря такой системе координат мы можем наглядно увидеть, в каком месте находится смычок и левая рука в определенный отрезок времени. Верхний график фиксирует движение смычка. В начале пьесы его нужно вести неизменно близко к подставке. Нижний график фиксирует движение левой руки. Начинать следует на струне ля. В конце строки появляется игра на двух струнах и вторая линия. Следующее поколение композиторов успешно совмещают идеи нотации движения с результирующей нотацией для записи своих идей. Причем вне зависимости от школы и национальной принадлежности. Марк Андре, представитель немецкой композиторской школы. Фрагмент его партитуры Альс 2. Это пример очень навороченной многопараметровой нотации. Как настоящий представитель немецкой школы, Марк Андре стремится зафиксировать мельчайшие детали, поскольку он приверженец мотивной разработки. Фрагмент партии виолончели из этой пьесы. Многоэтажная нотация. Верхний ее уровень – это положение смычка, его изменение. Специальный ключ, графическое изображение подгрифника и струн. И за счет изменения графика мы можем проследить, каким образом смычок перемещается. Второй уровень – параметр давления смычка. От слабого до сильного. Сильное варьируется от 1 плюса до многих. Тоже вырисовывается отдельным графиком. И, наконец, нижний уровень – это
параметр звуковысотный. С учетом двух предыдущих этажей звуковысотность тоже будет меняться и варьироваться. Представитель французской школы Рафаэль Синдо. Фрагмент его партитуры «Трактор». Как вы видите, он пользуется гораздо более общими способами нотации. Он так детально не выписывает перемещение смычка, а для изменения давления смычка тоже использует гораздо более простые графические элементы. Потому что в этом сочинении гораздо важнее работа фактуры в целом, чем, собственно, мотивная разработка. В этом отношении Рафаэль Синдо выступает как настоящий наследник французской школы. Итальянский композитор Пьер Луиджи Беллоне и его струнное трио Мани Джакометти. Здесь многопараметровая нотация используется для фиксации исполнения на деревянной сурдине. Верхняя строчка – это графическое изображение сурдины и место смычка, в котором следует играть. Вторая строка – это ритмическая партитура. И, наконец, третья строка изображает желаемый результат. Идеи многопараметровой нотации оказались очень перспективными для фиксации разных текстов. Музыка очень жесткая, как, например, «Каприччо 1» для скрипки или альта Георгия Дорохова. Инструментальный театр, как, например, в пьесе Елены Рыковой «Марионетка». Здесь отдельная строка отводится для движений музыканта. Или моя пьеса «Горы и равнины», где я фиксирую не только флажолеты и флажолетные прижатия, но и изощренные движения смычка для создания звукового облака, напоминающего обертоновые духовые инструменты. Во многом и альтернативная система нотации, предложенная Ярославом Судиловским, является также многопараметровой. Там присутствует параметр характера, изображаемый за счет смайликов и других картинок, а также оригинальная система записи звуковых эффектов голоса, для каждого из которых придуман свой символ. Хочется обратить внимание на эти идеи молодых композиторов. Если вы хотите зафиксировать не только жесткую шумовую музыку, но и трогательность метамодерна, многопараметровая нотация может прийти на помощь. Она может помочь зафиксировать любое самое незначительное изменение тембра, а значит и сделать ваш текст более выразительным.